первом эссе «Реликтовое излучение» мы ввели понятие нульмерного измерения «отсутствие протяженности», в котором квантовые функции существуют без энергии, без координат, без времени. Мы также определили замкнутую систему как бесчастную целостность, внутри которой вероятности событий одинаковы во всех точках, а энтропия постоянна. Пришло время установить, что уровень 0 – это не главная замкнутая система. Фундаментальной сигма-системы не существует. Уровень 0 – это фундамент, связывающий любую замкнутую систему с нульмерным измерением. Теперь мы переходим к главному вопросу: что такое реальность? Для этого нам понадобятся 3 фундаментальные составляющие эмерджентности: нульмерное пространство, квантовые функции и бесконечное поле вероятностей. Вместе они образуют нулевой уровень эмерджентности, который мы называем реальностью. Все 3 присутствуют на нулевом уровне любой замкнутой системы. Чтобы понять, как они работают, начнем с мысленного эксперимента, который физики называют парадоксом фаервола. Представьте себе 2 частицы, 2 электрона, связанных квантовой запутанностью. Если измерить состояние одной, состояние второй определится мгновенно, даже если они находятся на разных концах Вселенной. Теперь представьте, что один из 2 электронов падает в черную дыру. Что происходит с запутанностью? Стивен Хокинг предположил, что связь сохраняется и восстанавливается после полного испарения дыры. Но возникает проблема. Квантовая механика утверждает, что запутанность моногамна. Одна частица не может быть сильно запутана одновременно с 2 другими. Если упавший электрон запутан со своим внешним партнером, он не может быть одновременно запутан с излучением Хокинга. Чтобы разорвать связь на горизонте, нужна огромная энергия. Гипотетический фаервол. Но общая теория относительности запрещает такой фаервол. Горизонт черной дыры обязан быть гладким. Физики оказались перед парадоксом. Разрешение парадокса в нашей реляционной модели выглядит так. Квантовая функция электрона в полете не обладает энергией. У нее нет координат и времени. Она существует в нульмерном пространстве. Черная дыра – это замкнутая система с колоссальной энтропией. Когда электрон приближается к горизонту, энтропия достигает порога, за которым он не может проявиться как электрон. Функция не исчезает и не рвет связь, а входит внутрь дыры в другой форме. Эта новая форма функции нам неизвестна, по причине того, что нет прямой связи в ее преобразовании относительно исходного состояния. Все указывает на то, что эта связь исходит с обратной стороны, с самого верхнего уровня замкнутой системы, в соответствии с возможностью проявления вероятностей. Такая связь обусловлена пределом, который в физике принято называть горизонтом событий, перешагнуть за порог которого невозможно. Это создает своеобразный терминатор в петле обратной связи верхнего уровня с нижним, путь преобразования в который возможен только в обратном направлении. Вероятности проявления квантовых функций не равны. Они образуют цепочку, в которой каждый следующий уровень зависит от предыдущего. Самый верхний уровень эмерджентности задает начальные условия для всех нижних. Это не произвол, а следствие того, что поле вероятностей бесконечно и структурировано иерархически. Верхний уровень – самый общий, самый вероятный в смысле охвата возможностей. Он определяет, какие конфигурации функций вообще могут проявиться.
Нижние уровни — это конкретизации, ветвления, уточнения. Поэтому цепочка вероятностей идет сверху вниз, а не наоборот. В физике мы видим это как иерархию взаимодействий. Электрослабые, сильные, гравитационные. Каждый следующий уровень включается при более высоких энергиях. При испарении дыры, когда она становится меньше, чем была в момент входа запутанного электрона, происходит обратное превращение. Неизвестная форма перестраивается в фотон, наиболее вероятную форму для самого верхнего уровня эмерджентности, замкнутой системы, в которую он возвращается, сохраняя запутанность. Никакого фаервола, никакого разрыва. Горизонт гладкий. Информация не теряется. Но здесь важно другое. В этом преобразовании скрыт ответ на вопрос, почему приоритет уровней в замкнутой системе строится от самого верхнего уровня. Только такую форму разрешает вероятность при наблюдении этого явления с самого верхнего уровня эмерджентности замкнутой системы. Теперь о второй составляющей – квантовых функциях. В нульмерном пространстве у квантовых функций нет начала и конца в привычном нам смысле. В нульмерном пространстве нет протяженности, и конец квантовой функции расположен там же, где находится ее начало. Это означает, что между ними образуется структурная связь. Одна функция порождает другую не во времени, а в смысле логической и структурной зависимости. Это похоже на то, как в математике одно уравнение следует из другого не потому, что прошло время, а потому, что такова их природа. В физике нашей реальности есть прямой пример. Фермионы, кварки, лептоны объединяются друг с другом при помощи бозонов. Фермион не ждет бозон. Их связь — это не событие во времени, а отношение сопряжения, зафиксированное в самой структуре квантового поля. Фермион задает возможность, бозон — ее реализацию, а следующая функция возникает как их логическое продолжение. Так возникает первичная связность реальности. Без нее функции оставались бы изолированными потенциальностями. Благодаря ей они выстраиваются в цепочки, которые мы потом воспринимаем как причинно-следственные последовательности. Эти цепочки и есть основа для того, что мы называем физическими законами. Но на данном уровне времени еще нет. Время появится позже, когда квантовые функции начнут сопрягаться друг с другом, создавая иллюзию движения. Остается третья, самая трудноуловимая составляющая – само нульмерное пространство. Это не пустота и не вместилище. Это отсутствие протяженности как таковой. В нем нет здесь и там, нет раньше и потом. Есть только чистая возможность. Как же из этого отсутствия протяженности возникает наше привычное ощущение объемного, движущегося, длящегося мира? Посмотрите на видеоэкран. На экране происходит движение, в середине которого объект одновременно и приближается, и удаляется. Пустого кадра не существует, но у зрителя возникает иллюзия выхода за пределы экрана. Таким же образом работают и три составляющие эмерджентности вместе. Нульмерное пространство – это экран, на котором нет ничего, кроме чистых возможностей. Квантовые функции – это объекты, которые на этом экране начинаются и заканчиваются одновременно. Поле вероятностей – это бесконечное множество способов, которыми эти объекты могут быть сопряжены.
Когда все три начинают взаимодействовать, возникает иллюзия, подобная той, что на экране. Мы видим не пустоту, а движение. Мы ощущаем не совпадение квантовых функций, а последовательность событий. Мы воспринимаем не нульмерное пространство, а объемный мир, потому что наш мозг, наше тело, наши приборы сами являются частью этой иллюзии, то есть частью замкнутой системы, которая считывает сопряжение функций как реальность. Иллюзия становится реальностью, потому что другой реальности, кроме этой, у нас нет. Все три составляющие – нульмерное пространство, квантовые функции и поле вероятностей – работают вместе, создавая то, что мы называем реальностью. Ни одна из них не первична. Все три равноправны, а наш наблюдатель – лишь один из эмерджентных уровней внутри этой реальности, а не ее создатель. Квантовые функции связаны логически, а не во времени. Время возникает позже, из сопряжения начал и концов, фермионы и бозоны. Пример такой логической зависимости – иерархия вероятностей идет сверху вниз, потому что верхний уровень задает правила для нижних. В физике это проявляется как иерархия взаимодействий. Реальность не создается наблюдателем и не требует внешней причины. Она эмерджентна по определению. Мир создает себя сам через взаимодействие трех своих фундаментальных составляющих на нулевом уровне замкнутой системы. Нульмерное пространство не ощущается как пустота, потому что мы смотрим на него изнутри, как зритель, забывший, что смотрит на экран. Из всего сказанного выводится основной закон эмерджентности. При взаимодействии трех сущностей четвертое создается автоматически, как эмерджентное. В нашем случае нульмерное пространство, квантовые функции и бесконечность вероятностей порождают проявленную реальность, пространство, время, частицы, поля, наблюдателей. Мы не живем внутри объективной реальности, как коробки с вещами. Мы живем внутри пересечения множества эмерджентных уровней, каждый из которых задает свои вероятности и свою энтропию. Наблюдатель – не причина реальности, а одно из ее проявлений. Все едино и нераздельно, хотя мы пытаемся описать это в отдельных образах, привычных нашему сознанию.